Мало кто верит в хороший, сочный, очень нежный шашлык из говядины. Верят только те, кто его пробовали. Особенно те, кто пробовали, извините, пожалуйста, за нескромность, из моих рук. Дело в том, что я хорошо знаю устройство мяса. Вот это кусок от спины говядины. Посмотрите, вот здесь начинается ребро. Вот оно пошло. Вот этот верхний слой мяса на шашлык почти что не годится. Нет, конечно, можно приготовить и из этой части, но все-таки такое мясо лучше пустить на что-то другое, на что-то жареное, тушеное. А вот эта большая круглая мышца прямо просится на стейки и на шашлык. Ну и первым делом отделим мышцу с поверхности. Замечательное мясо. Хоть в суп, хоть в плов, хоть в гуляш. Отлично. Но не шашлык. А вот это шашлык. Вот это просто супер какой шашлык. Хребет из загривок, несомненно, это бульон. Но вот здесь есть еще и ребрышко замечательное. Отруби и готовь. Отличные кусочки, но тоже на что-то другое. Ну, полюбуйтесь, да ведь практически мраморное мясо. Посмотрите, но ведь мясо само показывает, что нужно отделить. Полюбуйтесь, посмотрите, какое нежное мясо. Здесь волокна сами распадаются. Это будет такой шашлык. О, и как же нарезать мясо? Мясо само подсказывает, как его нарезать. Посмотрите, вот один кусочек шашлыка. А вот второй кусочек шашлыка. Да, они немного разные. Посмотрите, этот больше, этот меньше. Некоторые режут красиво. Они возьмут кусок и нарезают ровными кубиками. Но часть мышцы здесь, часть мышцы там. И в середине куска проходит соединительная ткань, либо жир, которые остаются попросту сырыми. Это нехорошо. Это неправильно. Жир и соединительная ткань должны находиться все время снаружи кусочка мяса. Посмотрите, вот как. Я вот так ее и насажу на шампур. И вот так к огню поверну. И она поджарится, подрумянится, выпустит из себя жир и станет хрустящей. При этом мясо останется идеальным. Вот этот кусочек жира. Вы думаете, это плохо? Это очень хорошо. Шашлык без жира не бывает. В шашлыке кусочки жира обязательно должны встречаться. Хотя бы ради того, чтобы этот жир таял, капал в уголь и создавал приятный аромат. Очень жесткие жилы. Никогда ничего хорошего из них не получится. Но сверху восхитительное мясо. Посмотрите, какой нежный кусочек. А вот этот кусок можно нарезать кубиками, чтобы было и вкусно, и красиво. Ну и сколько здесь мяса? Чуть больше килограмма. Я думаю, может быть, 200 кг. Кто-то скажет: ой, не хватит, не наемся. Но это шашлык не для того, чтобы наедаться. Это шашлык для того, чтобы съесть 2 кусочка и восхищаться. Потому что 2 кусочка шашлыка имеют тот же самый вкус, что и 10 кусков. Неполная ложка соли. Пол столовой ложки черного перца. Перемешаем, чтобы соль и перец равномерно распределились по мясу. Знаете, что у меня в кувшинчике? Здесь волшебная жидкость. Взяли лук, пропустили его через мясорубку и отцедили сок. Ведь когда мясо маринуют с луком, именно луковый сок действует на мясо. А луковый жмых здесь нам ни к чему. Посмотрите, как под воздействием лукового сока мясо моментально меняет свой цвет. Пусть постоит часа 3-4. После этого можно начинать готовить. Отлично замариновалось мясо.
Вы только посмотрите, какие кусочки. Они уже буквально полупрозрачные. Нанизываем на шампуры. Вау, какой шашлык! Один кусок мяса лучше другого. Такой шашлык требует яркого, мощного угля. Готовиться он должен очень быстро. Минут 6, не больше. Если вы готовите говяжий шашлык дольше, чем 6 или 8 минут, все, вы его уже испортили. Ну и все, и на мангал. Посмотрите, какое блюдо. Вот сюда можно шашлык положить, а сюда какой-нибудь соус можно налить. Но можно и по-другому поступить. Вот здесь шашлык, а вот сюда салат к шашлыку. Из редьки, из редиски, из зелени, из гранатовых зерен. Наш вкус. А вы знаете, кто сделал такое замечательное блюдо? Ха, компания Вилмакс. Вигланд. Отличный фарфор. Готов шашлык. Пора снимать. Отличненько шипит, шкварчит с пылу, с жару. Посмотрите какой. Ну не красавец, а? Красавец. Красавец, а не шашлык. Готов шашлык. Самый нежный, самый сочный, самый роскошный. Один из моих самых любимых. Приятного вам аппетита! Шашлык из печени и курдюка. Одна баранья печень – это раз, два, три шампура. 3 шампура и добрый кусок курдючного сала. Я беру сало необычное. Я беру сало, которое и засолено, и закопченное. Можно готовить и с обычным курдюком, но у вас еще есть время, чтобы и засолить, и закоптить курдюк до майских праздников. Успех шашлыка из печени начинается еще на базаре. Главное выбрать чистую, гладкую, красивого цвета печень. Не менее важно снять с печени пленку. Подцепили ножом, а дальше работают пальцы. Пленки и протоки из печени следует удалить. Протоки необходимо удалять из любой печени, а пленку с печени молодого барашка можно и не снимать. Вот с говяжьей я снимал бы обязательно. Печень нарезаем не крупными кусочками, граммов по 20. Неполная ложка соли. Полная чайная ложка хорошей паприки.
и буквально треть чайной ложечки острого перца чили. Смесь для посыпки отставляем в сторонку и начинаем нанизывать шашлык. Кусочек печени, кусочек сочного ароматного сала. Шашлык из печени и курдючного сала не маринуется. Сразу отправляется на мангал. Чем скорее, тем и лучше. А посыпать солью и перцем мы будем уже прямо на мангале. А вы обратили внимание, какая роскошная мебель меня теперь окружает? Ручная резьба, высочайшее качество. Большое спасибо лично Александру Шошеву и компании Интерио Гранд. Эксклюзивные интерьеры из дерева. Конечно, если иметь очень хороший регулируемый мангал, то приготовление шашлыка превращается в удовольствие. Но очень вкусный шашлык, ничем не отличающийся от того, можно приготовить и на обычных кирпичах. Можно вырыть канавку в земле и положить по ее краям 2 бревнышка, на которые укладывать шашлык. И вместо кочерги можно взять удобную палочку, а вместо опахала что угодно, да хоть тарелочку. Опахало необходимо не для того, чтобы дым разгонять, а для того, чтобы подгонять свежий воздух, кислород к уголькам, чтобы они поярче, повеселее горели. Опахало в руках мангальщика, как педаль газа в машине. Видите, какой дым пошел веселенький? Вовсе не от углей. Нет, это бараний жир. Плавится, капает. Вот дым поднимается. Значит, пора переворачивать. Ну вот и вторая сторона у шашлыка подрумянилась. Значит, шампуры надо поворачивать на ребро. Для этого я сделал прорези в кирпичах. О, посмотрите, как зарумянился. Точно вам говорю, пора переворачивать. И вот теперь, когда шашлык почти готов, пора посыпать солью и перцем. Ну вот и все. Готов кебаб. Можно подавать. Джигяр кебаб. Именно так называется шашлык из печени. Приятного аппетита! Сегодня у нас шашлык из бараньей корейки. Вот сколько есть поваров, кулинаров, каждый из них говорит, что шашлык из бараньей корейки он готовит лучше всех. Я не исключение. Я тоже говорю, что это я готовлю шашлык из бараньей корейки
лучше всех. Смотрите внимательно. Сейчас я раскрою перед вами все мои секреты. Маринад? Да, маринад. Правда, маринад сухой, который состоит из 3 специй и 1 соли. Соль я беру, ну не знаю, на каждую сторону чуть меньше чайной ложки. Можно проще поступить. Насыпали, подняли, отряхнули. Та соль, что прилипла, вот она мясу и нужна. Вот ее и хватит. А еще 3 специи. 3 абсолютно секретные специи. Никому не говорите. Сначала черный перец. Примерно пол чайной ложечки на каждую сторону. А что здесь? Ого, зира, тоже пол чайной ложечки. А это кориандр. Полная чайная ложечка. Столько же, сколько и соли. А вот теперь кусочки мяса надо сложить так, как они изначально лежали. Теперь надо взять 2 замоченные в воде шпажки и нанизать на них эти кусочки корейки. Ох, какое мясо нежное, как легко оно протыкается. Но вот эту нежность необходимо сохранить. И то, что я делаю, как раз ради нежности кусочков мяса. Ну вот и все. Посмотрите, какая конструкция. Я сейчас жирок только слегка присолю. И можно отправляться к мангалу. Прямо сразу. Но если кусочки корейки постоят вот так, в таком виде, час или 2, причем при комнатной температуре, то получится еще лучше. Разбиваем угольки так, чтобы они были размером с грецкий орех. И раздвигаем их по краям мангала. Раздвинули угольки по краям мангала. Кладем сверху сетку. А сверху на сетку жиром вниз кладем мясо. И ждем довольно долго, пока жир не вытопится, а оставшееся сало не превратится в шквар. Дымит хорошо, надо проверить. Вот они какие. Совершенно замечательно подрумянены. Лишний жир из них весь вышел. Теперь можем переходить к следующему этапу. По тоненькой, практически невесомой сетке раскладываем шашлык. Посмотрите, вот здесь зарумянилось, здесь уже практически выжарки, а внутри мясо еще сырое. Вот и замечательно, мы его сейчас очень быстро поджарим. И вот теперь для второго этапа приготовления шашлыка из корейки по моему рецепту на мангале должно быть очень много угля. И это должен быть реально жаркий уголь. 2 шампура для того, чтобы конструкция держалась как положено. И всю красоту на мангал. Вах!
Даже и проверять не хочу. Знаю, что все идет так, как надо, и пора мясо переворачивать. Кусочек за кусочком. Ах, как она шкварчит. Ах, как она шипит. Ах, какие звуки издает это мясо. Ах, какой запах. Ах, как на глазах в красивую сторону меняется его цвет. Вы посмотрите. Вы только позовите сюда судей. Судей гида Мишлен. Пусть они посмотрят, как должна выглядеть настоящая мужская еда. Блюдо с украшением, как положено. И снимаем шашлычок, как положено. Вот как выглядит сила, молодость и красота. Приятного аппетита! Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она
чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-Мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таржин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает, люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании. Хан-кебаб. Когда режут барана, первым делом стараются использовать те продукты, которые портятся быстрее всего. Например, печень, почки, сердце, легкие. Кто-то готовит джизбыс. Вот это все, плюс немного овощей, сковородка, шкварчание. И через 10 минут все едят очень аппетитную, вкусную еду. Но если рядом есть мангал, то я и другие азербайджанские кулинары, наверное, предпочтем приготовить хан-кебаб. Мелко нарезанные внутренности, приправленные непременно курдюком и еще кое-чем, о чем мы поговорим позже, и завернутые в сальник, жировую сетку, которая окружает кишечник любого млекопитающего животного. Бараний сальник отлично подходит для того, чтобы в него что-то завернуть. Посмотрите, какой он тоненький, нежный и при этом обладает хорошим вкусом и ароматом. Блюдо это довольно древнее, потому что готовят его даже те тюркские народы, которые не приняли ислам и живут довольно далеко от других своих тюркских братьев по этническому признаку. Так вот, лишь в якутском языке название этого блюда несет его первоначальный смысл. Там оно называется хан, что в буквальном переводе означает кровь. Кровь по-узбекски будет кон, кровь по-азербайджански будет ган, но ни в Узбекистане, ни в Азербайджане теперь в это блюдо, разумеется, крови не кладут. Остались остальные продукты, помимо крови. Собственно говоря, то, что я сейчас нарезаю. Сердечко, печень, курдюк, ну и иногда легкие. Обычно в Азербайджане вот такую нарезку солят, перчат, а некоторые приправляют еще и чабрецом. Но в любое народное, даже самое древнее блюдо я непременно вношу свою нотку. Вот здесь у меня разнообразные овощи. Лук-порей, болгарский перец, кабачок, немножко баклажан. Даже чеснок и зелень тоже есть. Я это все добавляю в фарш. Расправляем сальник. Слишком грубые и жирные части попросту обрезаем. Оставшуюся сетку
Нарезаем на куски размером примерно как тесто для мантов. Накладываем фарш и сворачиваем конверт. Если вы думаете, что я жгу дрова в мангале для того, чтобы на головешках пожарить шашлык, вы ошибаетесь. Для приготовления шашлыка необходим именно древесный уголь. А дрова у меня сейчас горят для того, чтобы как следует прогреть кирпичный мангал. Разумеется, железный мангал в этом не нуждается. Могу вам сказать, что бараний жир – отличное топливо. И здесь все это топливо находится на поверхности кебаба. Сейчас с него жир начнет капать и даст такую температуру, что на собственном жиру фактически и пожарится. Я положил не так уж много угля, но уголь этот жаркий, он выступит в качестве катализатора начала процесса. Вот с этой стороны лучше дымит, а с этой стороны не очень. Обмахнем угольки, пускай загорятся пожарче. Кажется, пора переворачивать. Посмотрите, какой румяный. Посмотрите, какой красавец. С этой стороны пожарились и с этой стороны пожарились. А с боков? Кто будет жарить с боков? Пушкин, что ли? Нет. Сейчас мы с вами пожарим этот шашлык и с боков тоже. Ну вот и все. Готов хан-кебаб. Можно подавать к столу и, конечно же, желать дорогим гостям приятного аппетита.